Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня буду делать для вас вызов мужчины. Наш традиционный расклад. Расклад подойдет для тех, кто находится сейчас в расставании с любимым и хочет, чтобы этот человек появился. Для тех, кто в принципе хочет, чтобы появился некий мужчина, для получения собственной сатисфакции или для того, чтобы закрыть гештальт, что-то с ним довыяснить. А также этот расклад подойдет для тех, кто в принципе хочет, чтобы в их жизнь вошел мужчина любимый, чтобы пришла любовь. Очень часто этот расклад срабатывает еще и на этом. Итак, использовать я сегодня буду колоду Grand Lux. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь на своей проблематике, на том, что именно вы хотите получить от этого расклада. И сейчас будем начинать. Колода Grand Lux. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты регулярно, традиционно, каждый день. Благодарю вас за это, за то, что присылаете мне подарки. Мне очень приятно. Благодарю моих спонсоров. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Люблю вас. Итак, вызов мужчины. Дно колоды, фон расклада, туз кубков. Любовь, эмоции. Уж чего нет, в чем нет недостатка в этих отношениях, так это в эмоциях. И для очень многих из вас это или была история любви, или по сей день остается историей любви. А еще, конечно, вы мечтаете о таких отношениях, которые наполнили бы вас самыми прекрасными, теплыми, позитивными эмоциями. О любви мечтаете. Давайте смотреть, где вы и ваш мужчина. Ищем императора и императрицу. Все как всегда у нас. Кто у нас выйдет первый, кто попозже. Кто из вас хотел бы выйти на связь? Мужчина выходит первым. Смотрите-ка. Интересные энергии вышли. Сейчас вам разъясню, поясню, о чем речь идет. Так, императрица не хочет у нас выходить, спряталась. Куда-то на дно колоды ушла. Гордая женщина, гордая. Ау, императрица не хочет показываться. Вот вы. Угу. Ух ты, как интересно. Смотрите, что вышло у нас. Получается так, что вы, во-первых, меньше, чем он, настроены на то, чтобы первой пойти на контакт, потому что вы вышли гораздо позже, чем он. Но здесь еще и речь о том, что очень многие из вас или уже могли встретить другого мужчину, или же он может быть у вас прямо на пороге. Вы уже как будто готовы в новый путь пуститься. Я имею в виду в любовной сфере. То есть вы открыты для того, чтобы встретить кого-то еще. Очень многие из вас. Конечно, не все. Здесь может идти речь о том, что вы, возможно, и не подозреваете об этом, но мужчина новый на пороге у вас. Вот вы вышли с такими энергиями. А ваш мужчина вышел, посмотрите с чем. Ваше расставание, завершение ваших отношений вогнало его в угол, в тупик. Он не понимает, а что делать дальше. И в расставании с вами здесь этот мужчина четко осознал, что ему без вас просто крышка. Куда дальше-то идти? Что дальше? Где еще такая женщина есть? Где такие отношения найти? Где такую любовь встретить еще? То есть мужчина находится в очень странном таком состоянии. Если вы смотрите расклад для того, чтобы привлечь любовь в свою жизнь, то значит здесь речь о том, что мужчина тоже мечтает, хочет полюбить, хочет встретить свою любимую, единственную неповторимую. Без нее он как заблудился в жизни. Плохо ему. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим, а что же между вами сейчас с точки зрения Таро? Что между вами? Да, все здесь было, девочки.
Между вами и яркая вспышка страсти была. Очень яркие, любовные, эмоционально ярчайшим, по максимуму окрашенные отношения. Здесь была нежность, здесь была ласка, здесь взаимная, причем взаимные энергии такие. Здесь была любовь, вам было очень хорошо с этим человеком. Очень хорошо. Очень многие из вас, возможно, вообще смотрят на мужа на своего или на мужчину, с которым вы хотели бы быть вместе. По-настоящему. Серьезные отношения иметь. Но, к сожалению, со временем начались проблемы, и вы зашли с этим человеком в такой эмоциональный ступор, действительно. То есть пришли разочарования, возможно, розовые очки разбились, и наступил период далеко не самый благоприятный. Возможно, именно поэтому вы и расстались, или же сейчас пребываете в таком состоянии. Вот так вас показали. У вас есть чувство к этому мужчине сейчас? Сейчас что вы к нему чувствуете? Он к вам. Ну, тут так идет. Если вы расстались с этим человеком, то вы уже можете считать, что, возможно, стоит поставить точку, а очень многие из вас точку эту поставили. А если этот мужчина продолжает, если вы продолжаете с ним отношения, да, то у вас, девочки, чувств как таковых уже нет. Сгорели. Все, здесь, вероятнее всего, мужчина сделал все для того, чтобы ваши чувства... Ну, здесь десятка вышло мечей. По сути, это уже даже желание поставить точку, если вы продолжаете с ним отношения. Даже если и остались эмоции какие-то к нему, все равно есть, значит, подспудная мысль о том, что, возможно, стоит это дело прекращать. А мужчина только в расставании с вами осознал, что вы судьба его, что вы важная, что вы самое главное, вы самый важный человек в его жизни. Смотрите, как здесь вышло, прям ярко, интересно. Так что здесь очень разные энергии получились у вас, различные. У вас вот так, десятка мечей, чувства. По сути, десятка мечей говорит о том, что нет чувств. Но они же были, мы же увидели такую историю яркую, красивую. Или нет чувств, или они полностью напрочь у вас растоптаны, убиты, не знаю, как там у вас, что было, ну вот так. Или же вы думаете о том, что вполне возможно здесь точку надо ставить. А он наоборот, в расставании, потеряв вас, что имеем, не храним, потеряем, плачем, он наоборот осознает вашу важность. Почему молчит? Осознавать-то ты можешь многое, да? А молчишь-то почему? Почему не делаешь первый шаг? Почему молчишь? Ну, у него планы на самом деле есть. Он очень много думает о вас. Может где-то, кстати, за вами наблюдать. Если у вас есть с ним связь, вы общаетесь в интернете где-то или же в мессенджерах, переписки у вас есть, то он может там выглядывать вас, смотреть, наблюдать. Но вообще он думает о том, чтобы первый шаг сделать, о том, чтобы появиться. Для чего? Для чего? Планы-то вынашивают появиться. А для чего эти планы? Что ты хочешь? Чувство вины перед вами, переживания, мучения. Вот тут человеку далеко не все равно то, что произошло между вами. Знаю, многие в комментариях напишут, что это бесчувственный чурбан и ни за что и никак не умеет испытывать эмоции и чувства. Однако же мне показывают другое. Даже если он себя и показывает вот таким, да, демонстрирует окружающим, то в душе-то все равно, на душе плохо. На душе кошки скребут таким образом, просто ему плохо без вас. Именно поэтому он и хочет появиться, вынашивает планы в голове в своей для того, о том, вернее, чтобы появиться и каким образом. Ждет ли первого шага от вас? Хочет ли, чтобы вы сделали первый шаг? Он даже может хитрить, может какие-то уловочки применять, манипуляции. Уж не знаю, как он там сейчас себя ведет. Или молчит, или наоборот вам присылает какие-нибудь там гифочки, открыточки. Или еще что-то, или может какие-то посты у себя выставляет на страницах. Но он как-то хитрит, некую проявляет сейчас хитрость. Или же обдумывает, как хитростью вывести вас на то, чтобы вы сделали первый шаг. Здесь ситуация у нас такова, девочки. Ладно, ладно, давайте тогда смотреть.
Есть ли вероятность того, что он и без вызова появился бы? Конечно. Куда он денется? У нас практически каждый вызов выходит такая информация, кстати, о нем. Что да, он и без вызова, конечно, появится. Но просто наша общая энергетика, мощный поток наших совместных энергий, которые мы сейчас собираем на этом раскладе и отправляем, этот запрос во Вселенную, конечно, это подстимулирует мужчину, который реально действительно хочет появиться, подстимулирует его на эти действия более быстро. А так он в любом случае появился бы. И еще тот мужчина, который любит, который действительно испытывает эмоции, он появится в любом случае. Ну а тот мужчина, который не испытывает по-настоящему глубоких чувств, но осознает вашу важность все-таки в жизни, он может появиться и без вызова? Да, девочки? Здесь в любом случае мужчина, испытывает ли он до сих пор яркие чувства, эмоции к вам, или же они подутихли, подугасли, но он все равно понимает вашу важность в жизни своей, он явился бы при любых обстоятельствах. Так что для большинства из вас вызов должен сработать. Если не сработает, ну что, девочки, или не пришел правильный момент, или просто так бывает, ну не нужны, значит, вы ему. Значит, не ваш расклад, не ваша ситуация, да и все. В общем-то. Это же общий расклад. Ладно. Давайте тогда спросим, видят ли вообще Таро смысл в продолжении этих отношений? Смотрите как. Для многих из вас да. Знаете для кого? Для тех, кто действительно хочет с этим мужчиной продолжать историю любовную. То есть, если вы готовы простить что-то, если вы готовы забыть многие вещи, если вы готовы начать с чистого листа, то да, имеет смысл. Если вы уже поставили точку, не хотите его возвращения, но хотите, чтобы по вызову он пришел для вашей сатисфакции, это другая история. Я вас прекрасно понимаю, кстати. Но если вы уже поставили точку, значит точка. Если вы хотите продолжать с ним отношения, значит смысл в этом есть, но тогда нужно забывать все, что было между вами сложное и плохое. То есть очищать это из памяти, удалять, убирать и начинать с чистого листа. Как будто ничего не было сложного и нехорошего. Но знаете, что мужчина, он не изменится. Очистить-то можно memory, но мужчина не изменится. Он останется таким, какой он есть. Уже из расклада в расклад, который день идет так, что или принимаете его таким, какой он есть, или не принимаете. Вот вам здесь так и идет, что очистить все вы, конечно, можете. Да? При желании, при большом. Отказаться от претензий друг к другу, простить друг другу все, но мужчина не изменится. Поэтому или принимаете его таким, какой он есть, или не принимаете. Здесь уже ваше право. Если вы закончили с этим человеком отношения, все-таки спрошу, вы сделали правильный, для себя внутренне, окончательно вы решили, что вы закончили с ним. Это было правильное решение? Выбор, как говорится, за вами. Если вы это сделали, значит, да, значит, были на это причины. Значит, были реальные настоящие проблемы. И вы, конечно, вы приняли правильное решение. Потому что если это ваше четкое, осознанное решение, вы сделали правильно. Но мужчина в любом случае и в вашей истории может, конечно, после вызова появиться, да он и так бы появился бы, судя по тому, что мы увидели. Какое-то послание для вас от высших сил по поводу этого человека. Что вам хотят сказать? Не знаю, что это будет. Надо выходить из состояния разбитого сердца. Вы чувствуете себя не очень хорошо. Вы зависли в таком состоянии. Вот вам говорят, если вы чувствуете себя несчастной, опустошенной, если вы испытываете отрицательные эмоции, если вы плачете днем, ночью, не знаю когда, если чувствуете вот такое нервное напряжение, из этого состояния нужно выходить. Вам на это указывают любыми путями. Это возможно, это реально. Но помните просто о том, что... И у вас, кстати, достаточно, более чем достаточно мудрости для этого, а также вам в помощь расклады Таро, психология. Займитесь психологией, психологическими различными практиками, позанимайтесь, энергетическими практиками. Вы верховная жрица, у вас, так сказать, бразды правления энергиями в руках.
есть. От рождения вам дана такая возможность. Поэтому, если вы чувствуете себя вот таким образом, как нам показали, если вы зависли, залипли в этом состоянии, из этого нужно выходить. Какие инструменты вам помогут, я сказала. Потому что такое состояние, оно влияет отрицательно не только на эмоциональное ваше, на эмоциональную сферу, но и на физическом уровне впоследствии может отображаться неблагоприятно. Так что из этого нужно выходить. Так, ну что, убираем. Убираем все эти карты. Оставляем вас и его, как всегда, императрица и император. Соединяем вас и просим. О силы Вселенной, о высшие силы, обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы мужчина, на которого сейчас каждая из женщин смотрит этот расклад, почувствовал мощный поток наших энергий и как можно быстрее появился в жизни каждой женщины. Появился только со светлыми, нежными, теплыми эмоциями и конструктивными инициативами. Появился с любовью, появился с осознанием вины, появился с правильными словами и правильными действиями в очень правильный момент. Благодарим вас за то, что вы уже помогаете нам и уже выполняете нашу просьбу. Да будет так, и так уже есть. Аминь. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели вызов до конца. Вызов нужно смотреть от начала и до конца, для того, чтобы он сработал наиболее мощно. Желаю всем, чтобы ваш мужчина любимый проявился, чтобы вы получили от этого проявления, от этой встречи именно то, чего вы желаете. Желаю вам счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех целую и люблю. Пока-пока. До следующего расклада.